Мне кажется, на этом турнире и, возможно, во многих подготовках команд Олаф был... На турнире точно Олаф показал себя отвратительно. Все игры с Олафом были выиграны не из-за Олафа. Олаф был в них слабейшим звеном, поэтому, возможно, Rainbow Seven сомневались в этом чемпионе и не хотели его брать. И в то же время, возможно, они боялись, что я пикну что-нибудь необычное в Олафа, допустим, возьму какого-нибудь Нокчурна, и они знали, что уже случилось с их Трандлом против Нокчурна. Возможно, они не хотели того же самого с Олафом. Они хотели просто взять Зака, заскелиться, если я возьму какого-нибудь Нокчурна, и просто прыгать на моей линии. Но они не учли то, что Олафа можно сыграть и нормально. Я не помню, когда мы сделали первый раз ферстпик из Реаля, но, видимо, мы на это подсели. Но если серьезно, то против Rainbow Seven очень полезно забирать из Реаля, потому что у них чувак очень хорошо играет на всяких Варусах, Израилях, Джинах. Если ты забираешь у него сейфового чемпиона, как Израиль, он начинает играть на Тристане, на который не факт, что он покажет хорошую игру. То есть в этой игре он действительно хорошо сыграл на Тристане, но все могло быть гораздо хуже для его команды. Ну и чемпион действительно достаточно сильный сам по себе. Помогает нам закрыть некоторые слабые стороны наших драфтов. На самом деле, я думал то, что весь наш активный early game будет как-либо законтрен нашими оппонентами, но они не подготовили ничего необычного, и поэтому они были перекатаны стандартной стратегией, которой мы уже все играют, наверное, несколько месяцев. Было неожиданно увидеть то, что это настолько хорошо работает. Наши оппоненты попытались там сделать пару плейчиков, там Зак попытался забрать свой лес пару раз, лишние компы, я у него их отжал. Я больше старался, чем выйти вперед самому, то есть я мог там забрать, допустим, у меня был выбор порой забрать 2 своих компа лишних или забрать 1 вражеский, или даже 3 своих компа. Я всегда выбирал забрать 1 вражеский, в итоге Зак там был, отставал на 2 левела практически всю игру и на целый айтем, наверное. Это, во-первых, огромное давление на их команду создало в начале, во-вторых, по игре я не был тем бесполезным Олафом, который в тимфайтах просто кусок мяса. Я еще давал там всякие зеки, локеты, и потанковее был, чем обычно. То есть. Во время игры появилась идея, что раз они не особо любят подходить к нашорпиту, то можно попробовать его забрать и вдвоем, благо Олаф у меня уже был зафармленный, затанкованный, и true damage с ешки помогает. Обычно, когда ты забираешь танк плюс мидер какой-нибудь, то только от мидера идет дэмэдж, потому что нашор режет 50% наносимого тобой дэмэджа, но true damage не режется, и Олаф под лоу хп прок этот true damage каждые 3 автоатаки, поэтому это было бы очень быстро. Наши враги заметили то, что мы делаем нашор, но не смогли этому правильно помешать. Ошибка на миде действительно заставила, я думаю, всю нашу команду понервничать, потому что с этим нашором нам обязательно нужно было забирать 2 стороны, если мы хотели закончить игру быстро, потому что их команда аутскейлит нас без каких-либо шансов, потому что Тристана в рейдгейме гораздо сильнее Израиля, у них был еще и Свейн, у них по-прежнему есть этот Зак-танк, если он когда-либо вернется в игру, а в конце, когда там уже между Бароном и Элдер Драконом кулдаун по 6 минут, там Лесник может забрать пару своих компов и камбэкнуться по XP очень сильно, как минимум, если не по голде. То есть, если они возвращаются в игру, набирают 6 слотов, нам будет очень сложно их победить. Благо, мы за счет своего преимущества, которые мы нарастили, даже при том, что мы с первого нашора не забрали 2 стороны, мы все равно держали их на своей базе, не давали им выйти поглубже, поставить вижен, и за счет этого их преимущество в драфте не сказывалось так сильно, как это могло быть, если бы у нас был одинаковый вижен контроль, допустим. Заканчивали игру мы начиная с конца первого нашора, я бы сказал, очень чисто. Мы правильно планировали давление на сайдах, когда мы вейвклирим, когда мы загоняем врагов под свою базу, когда мы чистим их вижен, чтобы потом пойти на объекты, которые респаунятся. Единственной ошибкой нашей было это то, что мы плохо подготовились к последнему Элдеру, и нам пришлось на нем играть 50 на 50. Благо, я решил не смайтить раньше времени, а мой оппонент вроде засмайтил, из-за этого отдал нам дракона, и после этого мы их просто развалили в тимфайте. Не уверен, что за счет дракона, но если бы он забрал, возможно, что-то бы поменялось, и нам бы пришлось играть еще одну игру. Для меня выход из этой группы значит, что мы все-таки можем играть хорошо, и то, что я думал о нашем выступлении на Worlds, действительно оправдалось. То есть, с одной стороны, я знал то, что наша подготовка была отвратительной, то, что мы из-за этого, скорее всего, плохо сыграли. С другой стороны,
все остальные говорили, что дело не только в подготовке, что мы просто хреновые игроки. Или, типа, сами хреново что-то подготовили. Но, типа, вот этот турнир расставил все точки над «и». Теперь точно можно сказать, что тогда у нас была подготовка отвратительная, сейчас она более-менее. И когда у нас подготовка более-менее, мы играем, ну, и на уровне, если не лучше других wildcard регионов. Что касается предстоящего Ghost of 5, я не знаю, против кого я хочу сражаться, потому что одну из их команд я не знаю совсем, другая я знаю, что достаточно сильна, это Flash Wolves. Ради зрелищ и интересной игры я бы сыграл с Flash Wolves. Ради того, чтобы выйти из группы, я бы сыграл с слабейшей из них команды, я не знаю, кто из них слабее.